Привет, мои красавицы! Сегодня вашему вниманию я покажу, как сделать небрежный пучок на такие густые и относительно короткие волосы. Обязательно досмотри это видео до конца, потому как я оставила только самые важные моменты, которые я буду проговаривать. Итак, для подготовки волос я использую термозащиту. Прежде всего наношу ее на сухие волосы и распределяю расческой. Затем беру утюжок и начинаю закручивать волосы обычной плоской накруткой. Накручиваю каждую прядь в противоположные стороны, таким образом создавая больший объем. Если вы накрутите все в одну сторону, то у вас будут локоны сливаться в один. Беру для разбора воск. Спрей-воск у меня фирма Кёне, вы можете использовать любой, который вы пожелаете. Воск помогает сделать пряди чистыми. По-любому, у каждой из нас есть короткие волоски, которые торчат в разные стороны. Так вот, именно воск помогает нам их пригладить. Распыляю на прядки и руками разделяю их на несколько. Затем снова беру утюжок, любой горячий инструмент и накручиваю пряди. Можно также использовать плойку диаметром 25, либо 26 или 28 мм. В общем, любой инструмент, который у вас есть под рукой. Также накручиваем в хаосном порядке и разбираем воском. На теменной зоне я делаю деление в виде треугольника, так как хочу, чтобы пробора у меня в конце концов не было. То есть все волосы у меня будут убраны назад, без всякого деления. И накручиваю сначала правую часть в хаотичном порядке в разные стороны. Закручиваю кончики тоже. Обязательно следите, чтобы концы у вас были подвиты. Так будет легче собирать пучок. Не оставляйте прямых концов, иначе они у вас будут просто торчать, и вы ничего не сможете с ними сделать. Это очень важно для коротких волос. Будет у вас не пучок, а ежик. Продолжаю то же самое делать с левой частью. Накручиваю до самых кончиков и разбираю с воском. Если нет воска, ничего страшного. Беру крабик и убираю правую часть и левую часть, оставляю примерно 5 см за ушком для оформления боковой части на финише. Затем снова делю вот эту оставшуюся зону на две части, на нижнюю и верхнюю. То есть получается нижний прямоугольник и верхний. Нижний нам нужно начесать. Для этого беру пудру, если нет пудры, делайте без нее. И делаю начес, плотненький начес к корням. А знаете, для чего я это делаю? Для того, чтобы в последующем хорошо крепить шпильки и невидимки. Вот сейчас я создаю каркас. Создаю каркас с невидимками. Берите тугие невидимки, они у вас будут крепко держаться. И оставшуюся длину я начесываю очень-очень грязно. Это будет наше основание. Основание для пучка. Закручиваю кончики. Здесь у меня длина, можно сказать, что хорошая. Я беру резиночку и фиксирую хорошо все кончики в резинку, чтобы они не торчали. Таким образом концентрирую все концы в одной точке и хорошо креплю. Затем с правой стороны я делаю легкий жгутик и увожу ее на левую часть пучка. Фиксирую это все невидимкой, так как мне нужно крепко закрепить в определенной точке. Если бы мне нужно было временно, я бы взяла шпильку. Такой же жгут я делаю с противоположной стороны. Он идет с левой части на правую. Помогаю расчесать все расческой вилкой. И также фиксирую крепко невидимкой. Прям вдоль пальца. Завожу ее хорошо. И, конечно, поправляю. Концы пока оставим для финиша и переходим
к самой высшей точке, отделяю треугольник и начинаю делать начес у корней. Фиксирую лаком и подогреваю плойкой, чтобы объем у меня был крепкий и стойкий. Затем наношу жидкий лак на длину, делю на несколько прядей и буду также завивать в разные стороны. Здесь нет определенной последовательности, просто крутите в разные стороны, в противоположные. Так и рисунок у вас получится более интересный. И объема будет побольше. Вот такие 3 трубочки у меня получились на этом ряду. Я разбираю их с воском. Это у меня аэрозольный воск. Ну, как вы можете знать, что есть еще крем-воск. Но я не предпочитаю им пользоваться, потому что он остается на руках. Я распыляю аэрозольный воск и затем помогаю расческой вилкой, чищу прядки. Затем беру следующий уровень, также подогреваю корень. Здесь уже у меня сухой лак на корень, чтобы объем было еще больше. Затем обязательно чищу лак. Почистила прядку, поделила прядь, смотрите, в зависимости от толщины. Это может быть 3 пряди, 4 пряди, неважно. Главное, чтобы пряди хорошо прогревались и не были слишком густыми. Точно так же в разные стороны. Обычно я крайние пряди заворачиваю вовнутрь. Вот смотрите, это у меня крайняя прядь, она закручивается справа налево. Но это, конечно, не обязательно, это лично мое предпочтение. Мне кажется, что так смотрится более гармонично. И я начинаю вытягивать текстуру из каждой прядки и фиксирую жидким лаком. Затем собираю эти части в одну точку и фиксирую шпилькой. Разделила на 2, так как волосы очень густые и с одной ну просто не справиться. Смотрите, если редкие волосы, конечно, вы сделаете это за один шаг. И последнее деление. Я оставила некоторую часть волос в зоне челки, чтобы красиво обрамляло лицо на финише. Здесь также создаю плотный начес у корней, фиксирую сухим лаком и затем подогреваю, как бы припечатываю корни. Вот посмотрите, какой объем. И он у вас останется надолго, даже на 2 дня, если вы хорошо его прогреете и хорошо начешете. Делю на несколько прядей и буду закручивать на объем. Посмотрите, на объем это когда у нас прядь ложится на диаметр и мы закручиваем вниз, вовнутрь. Прядка лежит объемно. Другую прядь точно так же вовнутрь от лица и на объем. И последняя прядь точно такой же техникой. Если волосы редкие, не густые, тогда в качестве подготовки можно будет использовать гофре, так как оно увеличивает объем волос примерно в 1,5-2 раза. Затем беру я расческу-вилку. Обратите внимание, я легонько прочесываю и вытягиваю текстуру. Буквально 2-3 текстурных линии. Фиксирую лаком. Перехожу на следующую прядь. Также прочесываю и вытягиваю несколько линий. Смотрите, если просто ее положить, она некрасиво смотрится, поэтому я продеваю ее через предыдущую прядь вовнутрь. Рисунок у нас переплетается и смотрится наиболее интересным образом. Что же касается кончиков, чтобы они не торчали, я беру несколько прядок и закручиваю их в жгут. Затем на шпильку или на невидимку фиксирую. Но здесь, так как волосы короткие, я использую невидимки, они тугие и позволяют крепко зафиксировать прядь. Обратите внимание.
прямо туда, в наше основание, которое мы начесывали ранее. Надеюсь, вы помните этот момент, если вы не пролистывали мое видео. И так с каждой прядкой. Вот поэтому я вам говорила, что обязательно нужно накручивать концы, иначе они бы у вас торчали в разные стороны. Ну и конечно же, любое украшение по вашему вкусу. Сейчас в моде у нас морской стиль, поэтому ракушки идут в дело. А я вам напоминаю, что в комментариях вы можете оставить запрос на следующую прическу, какую вы бы хотели увидеть, и я, конечно же, сниму для вас видео. Поставьте пальчик вверх, напишите комментарий, знаете, что мне очень приятно читать их, и подписывайтесь на мой канал. Новые видео в среду и в субботу.